Всем привет! Если вы думаете, что уже перепробовали все рецепты из кабачков и баклажанов, сегодня я вас удивлю. Приготовим хрустящие овощные кольца и необычный кремовый соус, без отходов. Нам понадобится 2 кабачка и 2 баклажана среднего размера. Можно взять овощи чуть крупнее. Нарезаем их не слишком тонкими кружочками шириной примерно 1,5 см. Затем аккуратно вырезаем сердцевину. Удобнее всего это делать насадкой для кондитерского мешка. Если такой насадки нет, подойдет любой небольшой острый предмет подходящего размера, например, металлический колпачок или маленькая формочка. Главное – аккуратно вырезать серединку, как я показываю на видео. Делается это довольно легко. Хорошо солим кабачки и отставляем в сторону, чтобы они пустили сок. С баклажанами поступаем точно так же. Нарезаем толстыми кольцами, вырезаем сердцевину. Затем перекладываем их в холодную воду с 2 чайными ложками соли и оставляем примерно на 15 минут под небольшим грузом, чтобы убрать возможную горечь и подготовить баклажаны к запеканию. Не спешите выбрасывать сердцевину, она нам тоже пригодится. Именно из нее получится очень вкусный кремовый соус. Обжариваем кусочки сердцевины в небольшом количестве растительного масла до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Чтобы корочка получилась по-настоящему хрустящей, очень важно удалить лишнюю влагу, поэтому тщательно обсушиваем кабачки и баклажаны бумажными полотенцами. Теперь займемся панировкой. Для нее подойдут сухари панко или универсальные сухари для хрустящей панировки. К сухарям добавляем куркуму, паприку и сыр пармезан. Он у меня в маленьких упаковках. Натираем его на мелкой терке, добавляем к панировке и все перемешиваем. 2 яйца взбиваем вилкой. В другую миску насыпаем кукурузный крахмал и начинаем панировать кольца. Сначала обваливаем их со всех сторон в кукурузном крахмале, затем окунаем в яйцо и обваливаем в панировочных сухарях. Вот такие симпатичные кольца у нас получаются. Так поступаем со всеми кабачками и баклажанами. Из 2 кабачков и 2 баклажанов получается очень много колец. Теперь будем их запекать. Лучше всего делать это на перфорированном коврике с отверстиями, чтобы воздух циркулировал со всех сторон. Также можно выложить кольца на решетку. С одной стороны размещаем кольца из кабачков, с другой — из баклажанов. Выпекаем их в заранее разогретой до 220 градусов духовке в режиме конвекции примерно 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. В процессе приготовления я сбрызнула кольца растительным маслом для дополнительной румяной корочки. Достаем готовые кольца из духовки. Какие же они хрустящие, румяные и красивые! Перекладываем их. Теперь займемся приготовлением соуса. В чашу блендера отправляем обжаренные серединки кабачков и баклажанов, добавляем 2 столовые ложки греческого йогурта, 1 столовую ложку майонеза, 2 зубчика чеснока, соль, овощную приправу, итальянские травы и небольшой пучок петрушки. Все тщательно измельчаем блендером.
и замечательный вкуснейший кремовый соус готов. Осталось только красиво подать наше блюдо. Выкладываем хрустящие кольца по кругу, а в центр ставим кремовый соус и украшаем свежей зеленью петрушки. Посмотрите, какая красота получилась! Золотистая хрустящая корочка, а внутри нежные кабачки и баклажаны. И самое приятное, что из серединок мы приготовили нежный кремовый соус. Ничего не пропадает, все идет в дело. Обязательно попробуйте приготовить. Уверена, вам очень понравится. Напишите в комментариях, что бы вы выбрали, хрустящие кабачки или баклажаны. Мне очень интересно узнать ваше мнение. До встречи в следующем видео. Всем пока!